Ну, начнем второй ролик. Поговорим более о партиях, которые существуют в Канаде. В Канаде есть 5 партий. Главные две партии — это консервативная и либеральная, которые занимают большинство э, голосов, набирают большинство голосов. Хотя NDP — это более коммунистическая партия. Мы о ней поговорим отдельно, там очень много что и сказать. Они когда-то были тоже очень большой партией, но, к сожалению, к ихнему сожалению, я имею в виду, не к моему. К ихнему сожалению, они потеряли очень много голосов, и это тоже будет понятно, когда мы будем говорить более о них и о других партиях. Кроме этих трех партий есть еще Green Party, это зеленая партия, как слышится, так и понимается, и PPC, это People's Party of Canada, это простой перевод «Национальная партия Канады». Вот в этом ролике мы поговорим о PPC и о Green Party. Ну, потому что они маленькие, в принципе, и там более-менее все понятно. И будет проще рассказать про них, а потом уже затронуть более серьезные партии. Значит, Green Party, как слышится, так и понимается. Зеленая партия, они, в принципе, не относятся ни к левым, ни к правым. У них нет определенной идеологии. У них идеология, в принципе, это, знаете, как когда-то в Америке были хиппи. Вот у них все зеленое, они хотят, чтобы планета наша процветала и жила, все изменения в климате, чтобы с этим разбирались и уменьшали изменения в климате, э, принимать всех, как они есть, типа у них нет никаких э, проблем, они полностью инклюзив, типа э, все меньшинства, поддерживают все, что можно. Ну, типа, все очень просто. Мир, дружба, жвачка. Э, За них голосуют те, которым, в принципе, действительно очень-очень супер важно. Очень важно изменение климата и все, что связано с зеленой энергией и так далее. И за них голосуют еще многие, которые просто не хотят голосовать за другие партии, но, тем не менее, хотят как-то насолить другим партиям и забрать у них чуть-чуть голосов, отдать их зеленым, потому что знают, что зеленые, они, в принципе, безобидные, ни в одну, ни в другую сторону не потянут. Как бы так. Есть люди, которые голосуют за них даже из-за этих побуждений. Они как бы, да, хотят, чтобы все жили счастливо и дружно, э, и не очень бедно, принимали друг друга, как они есть, любили друг друга. Ну, короче, все очень просто. Простые американские хиппи, которые когда-то вот ездили, не принимали толком нужду в деньгах, ну и вообще ничего. Вот. Это Green Party, все очень понятно, очень мало голосов, один-два мандата, что-то типа этого. Потом есть, теперь поговорим о Национальной партии Канады. Она чуть более интересна в этом плане. Она, в принципе, крайне правая. Вот, но крайне правые, на мой взгляд, уже чуть изменяется отношение к ним и вообще изменяется понимание такого слова, как такого обозначения, как крайне правые. Они, если посмотреть на их платформу, вообще про что они говорят, они очень схожи с консервативной партией, правой партией. Ну, плюс они очень сильно агитируют за то, чтобы, да, было легальное оружие у людей, что да, можно подавать на лицензии, получать оружие и ходить охотиться и так далее. Они на данный момент, по крайней мере официально, не заявляют ничего антисемитического, ничего рас, никакой расовой проблемы у них нету, они принимают всех, готовы принять всех, обнять всех. В принципе, как бы, что как-то отдаляет их от принятого обозначения как крайне правые, но это их неофициальная платформа. Происходит какой момент? Есть люди, которые настроены очень крайне право. Антисемиты, анархисты, расисты и так далее. У них нету как такового ихнего представительства. У них изначально было так поведено было, что они примыкают автоматически к крайне правым, потому что просто правые консервативы для них вообще никак. И они автоматически примыкают к крайне правым, хотя бы чтобы у них было хоть какое-то представительство в парламенте.
Это очень большой минус, на мой взгляд, потому что, ну, мое личное мнение, таких людей вообще с такими видами, как бы они... Нормальный человек не должен иметь таких видов. Ни антисемитизма, ни расизма, ничего. Но, к сожалению, бывает. И даже те вещи, которые они говорят правильно, эта партия, что очень логичные насчет опустить таксы, сделать людям лучше и так далее. Даже со всем этим, из-за ассоциации с этими крайними элементами, за них в большинстве своем голосуют крайние элементы. Вот. Сейчас из-за того, что происходит в Канаде, они чуть поднялись. Обычно очень мало, один, максимум 2 мандата. Сейчас непонятно на следующих выборах, что будет, потому что, опять же, из-за того, что произошло, они немножко, да, поднялись в рейтинге. И когда мы затронем конвой и все, что происходит сейчас в Канаде, мы тоже объясним, почему они поднялись в рейтинге. Вот. К ним также прилегают еще и те, кто поддерживает конспиративные теории, как бы там правительство хочет нас всех отыметь, что в принципе не так далеко от истины, но вопрос опять же в каком свете это подносить. Вот эта Национальная партия Канады, опять же, по платформе они просто правые, по тому, кто поддерживает их, они ультра крайне правые, потому что большинство их голосов это именно вот те самые люди, которых в нормальном обществе в принципе не должно быть, но по каким-то психологическим проблемам или физическим проблемам, или то, что у них детство было не очень хорошее и так далее, вот они вот имеют такие взгляды на жизнь, и они поддерживают эту партию, к сожалению. Так было бы, может быть, интересно посмотреть, что могла бы из себя представлять эта партия, если бы не эти элементы. Ну, в следующем ролике поговорим про NDP. Будет интересно.